Всем привет! Сегодня расскажу вам про потрясающий осветительный прибор, который называется SmallRig RC350B. B в названии означает, что этот прибор биколорный, то есть он может изменять свою цветовую температуру и светить либо теплым, либо холодным светом. И сегодня мы разберемся детально, чем же так хорош данный прибор, и я покажу вам одну из своих съемок, реальную каталожную съемку для бренда, в которой я как раз задействовал данный осветитель в качестве рисующего источника освещения. Что интересно, что именно этот светильник натолкнул меня на одну очень интересную мысль. Дело в том, что до этого я делал обзор на прибор SmallRig 120 Вт, также биколорный, и говорил, что он отлично подойдет в качестве источника освещения для домашней YouTube студии. Также я снимал обзор на 220 прибор от SmallRig, и в нем я говорил, что этот прибор уже мощнее и подходит не только для съемки видео, но и для съемки фото. Так вот, попользовавшись теперь 350 прибором, я задаю себе один вопрос. А есть ли вообще смысл в студии в импульсном свете, то есть во вспышках, или можно обойтись вот такими постоянными источниками освещения? В этом видео я отвечу также и на этот вопрос, так что устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. И первое, на что мы обращаем внимание, это, естественно, на комплектацию. Данный прибор поставляется в удобном и легком кейсе, который хорошо внутренне организован. И внутри, помимо источника, вы найдете специальный адаптер для стойки, блок питания и сетевой кабель, стандартный рефлектор, который как раз позволяет нам получить максимальную мощность из этого источника освещения, и различные инструкции и набор наклеек. И данный осветитель мне начал нравиться, как только я достал его из сумки и взял в руку. Он ощущается в руках гладко, монолитно, потому что он собран из металла и специального негорючего полимера. То есть там действительно серьезная конструкция корпуса, и это ощущается в руках. При этом он достаточно легкий, но ощущается очень и очень качественно. Из-за того, что он такой весь округлый, он тактильно очень приятный. Второе, что мне понравилось, это специальный адаптер для стойки. Дело в том, что у него внутри гидравлическая конструкция, и это означает, что прибор будет очень плавно изменять угол наклона, когда он установлен на стойку, либо на журавль. И эта плавность сохраняется даже с большими и тяжелыми насадками. Я, например, использовал большой октобокс, самый большой, который есть у SmallRig, 120 см, и даже вместе с ним эта гидравлическая площадка очень плавно изменяла угол наклона. То есть ты ощущаешь уже вещь вдвойне. Мало того, что сам прибор внушает доверие, также еще и вот такая вот площадка, которая позволяет плавно им пользоваться, и все вместе это оставляет очень приятное первое впечатление. Кстати, без этой площадки светильник можно установить на любой штатив, который поддерживает крепление типа арка. Следующий момент, который я оценил, это то, что на блоке питания появился специальный тросик, за который можно подвесить этот блок питания на ту же стойку, например. Дело в том, что это был минус, который я называл как раз при обзоре 120 и 220 прибора. Так что и в этом плане теперь невозможно докопаться. Ну и наконец, самое главное, что я сделал после распаковки, я включил прибор, и оказалось, что он выставлен на полную мощность и на температуру 5600 кельвинов. И первое, что меня поразило, это его огромная мощность. То есть у меня осветилась прямо вся комната. Хорошо, что я направил прибор в потолок. Если говорить в цифрах, то это 350 Вт мощности или 115 тысяч люкс. Такую высокую мощность удалось достичь за счет того, что прямо на чипе установлена дополнительная линза, которая устроена по принципу линзы Френеля и направлена на то, чтобы увеличить цветовой поток. И в общем и целом получается так, что для своего компактного размера и легкого веса этот прибор выдает действительно высокую мощность. Кстати, сейчас я использую данный прибор в качестве рисующего источника освещения, и его мощность установлена на 8%. То есть в условиях домашней студии нам много не надо, и это при условии, что я использую самый большой октобокс, который есть у SmallRig, 120 см в диаметре. И несмотря на то, что свет проходит через такую большую рассеивающую ткань, все равно достаточно всего 8%. Но, соответственно, условия съемки изменяются, как только мы перемещаемся в студию, и тогда я уже выставляю источник на 100% мощности, допустим, если хочу поснимать фото. Кстати, что любопытно, что вот этот октобокс, который дома мне показался просто огромным, 120 см в диаметре, это немало. Но когда я пришел в студию, он мне показался таким нормальным средненьким октобоксом. И раз уж я заговорил про октобокс, я хочу сказать, что он
очень классный, он имеет такую же быстроскладную конструкцию, как и все остальные октобоксы и софтбоксы Small Rig. И поверьте, такие вещи очень дорогого стоят, когда ты всего за 1 минуту можешь разобрать и собрать его обратно. И плюс он сделан из очень качественного материала и точно так же, как и прибор, вызывает доверие. Так что мое первое впечатление было довольно внушительным, потому что не каждый день используешь такую качественную вещь, и которая производит на тебя какой-либо эффект. А тут вот я говорю, эффект монолитности, эффект того, что вещь качественная, что она выдает очень хороший и мощный свет. А я вообще большой поклонник качественного света. Я считаю, что он намного важнее, чем камера или объектив, который вы используете. То есть с хорошим светом можно создавать качественную картинку даже на смартфон. Ну что, друзья, мы теперь пришли в студию, сейчас я буду раскладывать оборудование, но уже в голове я зафиксировал то, что мне не нужно заморачиваться и просить у администратора синхронизатор, потому что с постоянным светом он нам не нужен. Давайте посмотрим, что у нас здесь. По большому счету у нас здесь полноценный набор, который необходим для студии со стандартной циклорамой с белой. То есть 2 источника 120-х и один 350-й, как раз главный герой наш. И все эти 3 источника биколорные. Как раз при помощи изменения температуры я смогу добиться определенного эффекта, который я покажу вам чуть-чуть позже. И здесь у меня большой складной октобокс, который мы сейчас тоже разложим. И сейчас я установлю этот прибор на стойку журавль, для того, чтобы мне было удобно подсвечивать модель сверху. Сейчас, когда я установил прибор на журавль, мне будет неудобно к нему тянуться, чтобы переключать как раз настройки. Я все могу сделать из приложения, поменять цветовую температуру, либо увеличить мощность прибора. Вот так меньше чем за минуту я сложил большой октобокс, при том, что это 120 сантиметров, это очень большой диаметр, и, соответственно, такой октобокс даст очень мягкий свет. А благодаря тому, что прибор у нас мощный, то и света у нас будет достаточно, несмотря на то, что он будет проходить через такой большой октобокс. Друзья, знакомьтесь, это Арина. Арина сегодня будет моей моделью, и мы сейчас будем творить разную всякую красоту. И снимать и фото, и видео, и на камеру, и на смартфон. Почему? Потому что мы это можем себе позволить с постоянным источником света. Конечно, обалденное удобство, когда видишь сразу свет, как он ложится, то сразу понимаешь, с какого угла надо обойти. Не нужно делать кадр, все получается так, как оно есть сейчас. То есть и баланс белого, и свет мы видим таким, каким он получится на финальном кадре. Очень напоминает как раз переход с зеркалок на беззеркалки. Я думаю, многим будет интересно узнать также и параметры съемки, которые я использовал в студии. Так вот, когда я выкрутил прибор на полную мощность, на 100%, с использованием как раз вот этого большого октобокса 120 см, мне удалось выставить на камере значение диафрагмы f2.8 и ISO 100 и выдержка 1/160 секунды. Это я сделал как раз для того, чтобы избежать смазов на фотографии. Не менее важный момент – это то, что свет, который исходит из источника, ощущается глазами как идеально белый. То есть бывает, когда ты смотришь на свет от какого-либо источника и чувствуешь какую-то примесь. То есть приборы могут выдавать не совсем чистый цвет. Здесь с этим все в порядке и неспроста, потому что у прибора как раз очень высокие показатели CRI и TLCI. Плюс ко всему этот прибор биколорный, то есть он может изменять свою цветовую температуру и светить либо теплым, либо холодным светом с диапазоном от 2700 кельвинов до 6500 кельвинов. И это очень важная способность как раз современных LED-приборов, то, что они могут изменять
изменять цветовую температуру, потому что, например, если вы используете в студии вспышку, то вам нужно использовать специальные конверсионные фильтры. Например, если вы хотите сделать свет вспышки теплее, то вам нужно использовать соответствующий теплый конверсионный фильтр. А здесь, в данном приборе, это делается всего лишь поворотом специального рычажка. Ну а дальше, когда проходят первые впечатления от распаковки, уже обращаю внимание на какие-то дополнительные вещи. И одна из таких дополнительных вещей – это то, что прибор довольно тихий. То есть у него система охлаждения какая-то там запатентованная, хитрая, которая запускает несколько вентиляторов, но они достаточно мощные, они умные, они подстраиваются под ту мощность прибора, которая выставлена, в общем, регулируют все интеллектуально. Таким образом, нету никакого дополнительного шума. И для видео это очень важный момент, чтобы кулеры не шумели, потому что это влияет на качество записи звука. Кстати, здесь очень здорово улучшили управление прибором. И изменять параметры здесь можно целыми 3 способами. Первый из них это непосредственно на приборе. Причем крутилок здесь теперь 3 вместо 2, как в более младших версиях. Одна крутилка отвечает за мощность, вторая за цветовую температуру, а третья за специальные эффекты. И это очень удобно, потому что в младших версиях приходится изменять цветовую температуру и мощность при помощи одной крутилки. Второй способ управления новым прибором это при помощи приложения Small Go Go. Мы с помощью Bluetooth соединяемся как раз с прибором и можем изменять все параметры: температуру, мощность и управлять эффектами. И наконец, третий способ это новый пульт управления, который называется Control Panel, и этот пульт полностью дублирует все органы управления, которые есть на приборе. И он также, как и приложение, позволяет нам удобно использовать прибор в тех случаях, когда он установлен, например, высоко на стойке, либо на стойке журавле, и тогда до органов управления непосредственно на корпусе нам уже не дотянуться. В таких случаях как раз удобно использовать что-то типа пульта. Но мой самый любимый способ это все-таки приложение. Тем более, что они его существенно улучшили. В целом у меня не было никаких претензий и к предыдущей версии приложения, но то, как они переработали новое, оно стало, во-первых, выглядеть приятней, и, во-вторых, им еще проще пользоваться. Сейчас я хочу сделать классическую каталожную схему. Для этого мне понадобится 2 дополнительных источника, потому что если мы хотим сделать циклораму белой, это делается отдельными источниками. Не тем, которым мы подсвечиваем модель, а дополнительными. И как раз мы направим эти 2 120-х прибора в потолок, и они осветят нам всю циклораму. Ну и теперь переходим к концептуальным вопросам предназначения данного светильника. И поскольку я записываю это видео в 2023 году, когда всем нужно снимать не только фотографию, но и видео, и причем не только на камеру, но и на смартфон, соответственно, подумав об этом, я задал себе вопрос, а имеет ли смысл современной студии иметь в наличии у себя вспышки или вот такой прибор, который универсальный и способен выполнить практически любую задачу. И я пришел к выводу, что из-за своей высокой мощности и качества цвета и света этот прибор вполне способен заменить вспышку. И это я говорю как человек, который уже более 10 лет снимает с импульсным светом, то есть со вспышками. То есть да, остаются какие-то нишевые истории, когда нам нужно именно заморозить объект, на что способна именно вспышка. Там, например, воду или какого-нибудь танцора, который подпрыгивает в воздух. И, конечно, одним из безусловных преимуществ вспышек остается то, что можно работать на закрытых значениях диафрагмы, то есть если выкрутить вспышку на полную мощность, то диафрагму, соответственно, можно закрывать до значений там f11, f16 и при этом сохранять минимальное значение ISO для каждой конкретной камеры. Но поскольку сейчас у всех современные камеры, и они позволяют повысить значение ISO там до 200-400 единиц, и все, и мы получаем в 2 либо в 4 раза больше света. То есть окей, заморозить объект это можно оставить в вспышке, но для всего остального мощный осветительный прибор постоянного света способен ее заменить. И давайте я перечислю вам преимущества как раз постоянного света.
Первое, то, что мы видим, то мы и получаем. То есть, соответственно, нам не нужно гадать, что произойдет после вспышки, после работы синхронизатора. Во-вторых, нам не нужен синхронизатор, то есть это уже расширяет круг тех, кто может принимать участие в съемке, потому что не все готовы изучать работу синхронизатора и импульсных источников освещения. Третье – это изменяемая температура, благодаря которой можно подстроиться под какие-то уже существующие параметры освещения. Четвертое – это то, что этот прибор, по крайней мере, практически бесшумен, то есть мы можем смело записывать видео и быть уверенными в том, что у нас не будет никаких посторонних звуков от кулеров. Пятое – это то, что можно уверенно использовать точечные световые насадки. То есть с тем же импульсным светом иногда приходится включать пилотный свет, допустим, если мы используем оптический снуд, но даже пилотного света бывает не хватает и рисунок не проявляется. А вот такой мощный постоянный источник освещения способен сделать нам любой светотеневой рисунок с точечной насадкой. Так что с точки зрения воплощения творчества, постоянный источник освещения может быть даже лучше, потому что можно сконцентрироваться именно на светотеневом рисунке и не отвлекаться на все остальные раздражающие параметры. Ну и, конечно, сделаем парочку кадров на iPhone. Сейчас, как я и говорил, сделаю классную фишку. Я изменю цветовую температуру на рисующем источнике в теплую сторону, а на фоновых источниках в холодную. И посмотрим, что у нас получится. Поэтому нет ничего удивительного, что такие LED-приборы захватывают мир и просто вытесняют какие-то старые решения, у которых другой принцип освещения, которые большие, громоздкие, сильно нагреваются, и при этом у них более низкий КПД относительно их потребления. Кстати, мне настолько понравилась эта гидравлическая площадка с зажимом, которая нужна для установки на стойку, что я считаю, что такой механизм просто обязан быть в любом источнике освещения у любого бренда, потому что обычно это просто ручки, которые мы затягиваем, и в зависимости от степени этого затягивания у нас как раз и болтается ось наклона. А здесь у нас всегда она двигается плавно за счет гидравлики. Так что уже даже в одном этом маленьком моменте SmallRig задали высокую планку для всех остальных брендов. По моему мнению, в данном источнике вообще нет недостатков, но есть определенные нюансы. Первый нюанс заключается в том, что если вы ранее использовали какие-то младшие модели осветительных приборов, то в кейсе вот этот прибор в полной комплектации будет ощущаться тяжелее. Что на самом деле логично, просто это нужно учитывать, что это уже такая увесистая сумочка получается. И второй момент это то, что у компании SmallRig есть помимо 350 биколорной модели 450. Так вот, если эта модель имеет такой же размер кейса и свой собственный размер корпуса, и при этом выдает большую мощность, то есть не 350 Вт, а 450 Вт, то я бы рекомендовал брать именно на 450 Вт, потому
потому что будет еще больший запас по мощности. В общем и целом мне нечего больше добавить, это шикарный продукт в совокупности всех своих характеристик и по высокой мощности, и по качеству цвета, и по комплектации, и высокий уровень сборки. За все это я могу смело рекомендовать его любому, кто хочет обзавестись качественным источником освещения, который при этом подойдет и для съемки фото, и для съемки видео, и для съемки на смартфон, и для того, чтобы оборудовать студию, ну вы поняли. И вообще, за все время моей профессиональной и творческой деятельности самыми лучшими инвестициями были как раз инвестиции в освещение. Я считаю, что инвестиция в хорошее освещение намного важнее, чем инвестиция в камеру либо в объектив, потому что с хорошим светом можно также снять качественно и на смартфон. А на этом у меня, пожалуй, все. Если у вас остались какие-либо вопросы, вы, как всегда, можете смело оставить их в комментариях, и я с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь на канал, если до сих пор этого еще не сделали. Также поставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И всего вам доброго!